Хотите приготовить лучшую хлебную закваску? Смотрите это видео. Нам понадобится только 2 ингредиента. Это ржаная мука и обычная вода. Я думаю, что у многих хозяек есть вот такие электронные домашние кухонные весы. Они тоже очень нам пригодятся. И, конечно же, если хотите получить хорошую закваску, обязательно нужно брать муку хорошего качества. Итак, начинаем. Вот я беру вот такую литровую банку и засыпем сюда 50 грамм ржаной муки. Добавим сюда 50 миллилитров обычной воды комнатной температуры. Теперь нужно хорошенько перемешать муку с водой. Я хочу вам рекомендовать перемешивать или деревянной ложкой, или же вот такой вот спатулой, как она называется правильно, не железной ложкой. Хорошенько вот так вот перемешиваем. Все хорошо перемешано. Накрываем чистым кухонным полотенцем. Оставляем при комнатной температуре на 24 часа. В зависимости от температуры на вашей кухне, ваша закваска будет готова быстрее или медленнее. Но торопиться не надо. Хороший результат всегда требует времени. Поэтому наберитесь терпения, пожалуйста. Итак, ждем 24 часа. Прошло около суток, не надо секундомером отмерять, ничего особенно не изменилось. Теперь, что нам нужно сделать? Добавляем 25 грамм ржаной муки и 25 миллилитров воды обычной комнатной температуры. Хорошенько перемешаем. Оставляем опять на сутки при комнатной температуре. Сегодня 3-е сутки. Посмотрите на нашу закваску. Видите, как она меняется? Даже запах от нее отходит такой специфичный. Продолжаем то, что мы делали до этого. Добавляем 25 грамм муки ржаной и 25 миллилитров воды обычной. И теперь шпателем очень хорошо все нужно перемешать. Также хочу вам напомнить, что в зависимости от температуры на вашей кухне и в зависимости от муки вашей, закваска может быть готова раньше или позже. Посмотрите еще раз. Оставляем еще на сутки. Продолжим завтра. Накроем также кухонным полотенцем и ждем. Прошли еще сутки. Сегодня 4-й день. И посмотрите на нашу закваску. Проделаем опять то же самое. 25 грамм ржаной муки добавляем. 25 миллилитров обычной воды. Очень важно хорошо, прямо тщательно все это перемешать. Это тоже один из слагаемых успешной закваски. Все хорошенько перемешано, накрываем кухонным полотенцем и оставляем еще на сутки. Сегодня 5-й день. Ваша закваска уже может быть готова. Как проверить готовность закваски? По пузырькам. Можно заметить, что пузырьки уже есть в этой банке. Продолжаем кормить. Так же, как и до этого. 25 грамм ржаной муки и 25 миллилитров обычной воды комнатной температуры. Хорошенько перемешаем. Накрываем кухонным полотенцем и ждем еще сутки. Сегодня 6-й день. И посмотрите на нашу закваску. Я надеюсь, что вы видите, сколько здесь пузырьков образовалось. Это значит, что закваска готова. Теперь из этой закваски вы можете приготовить много разного вкусного и полезного хлеба. Если вы будете печь хлеб каждый день, то храните закваску при комнатной температуре. Если же время от времени, то поставьте закваску в холодильник и при необходимости достаете ее и используете. Не забывайте, пожалуйста, подкармливать вашу закваску раз в неделю или раз в 10 дней. Как подкармливать? Добавляйте 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку воды. Хорошенько перемешивайте и ставите обратно в холодильник. На нашем канале очень много разных рецептов приготовления хлеба на закваске. Ссылка будет внизу в описании и в правом верхнем углу. Посмотрите, пожалуйста.
А я буду продолжать делиться с вами разными вкусными выпечками на закваске. Так что подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Благодарю вас за просмотры.